Хью Марстон Хефнер известен как журналист, издатель популярного американского журнала для взрослых и просто любитель красивых женщин. Считается, что именно он запустил эпоху сексуальной революции в мире средств массовой информации, а его самого называли отцом мировой эротики. В этом ролике вы узнаете, кем был Хью Хефнер и как ему удалось прославиться на весь мир. Хью Хефнер родился 9 апреля 1926 года в культурной столице Среднего Запада, в исторически известном городе Чикаго. Нельзя отрицать, что у мальчика не было счастливого детства. Он рос и воспитывался в строгой и довольно консервативной семье. Его родители Грейс и Глен Хефнер были блюстителями пуританства и придерживались суровых нравов, прописанных в протестантской религии. К примеру, они вели затворнический образ жизни, много трудились и ограничивали свои потребности. Они порицали интимные отношения, считая, что близость между мужчиной и женщиной нужна лишь исключительно для продолжения человеческого рода. В семье Хью алкоголь и сигареты были под строжайшим запретом. Сами родители в один голос твердили ему заученную фразу «Так хочет Бог». Они контролировали каждый шаг своего первенца, пропагандируя ему самоотверженную и аскетичную жизнь. Любовь к Всевышнему у Хефнера-старшего достигала таких масштабов, что мужчина часто обращался к местному священнику за советом по любым бытовым вопросам. Родители Хью не хотели, чтобы мальчик заводил друзей и знакомых, так как считали, что они ему совершенно ни к чему. Ему даже не разрешали играть с соседскими мальчишками или ходить в кино. Увлечение фильмами, по мнению родителей, приравнивалось к греху. Так мальчик со скукой смотрел в окно, мечтая провести хоть один день без строгого присмотра взрослых. От уныния его спасали только книги, которые он читал с большим удовольствием. По настоянию матери Хью изучал лишь произведения школьной программы. Однако мальчику втайне от родителей удалось принести в дом книгу Эдгара Аллана По, которая его сильно впечатлила. Когда Хеф, а такое прозвище он дал сам себе, стал постарше, он стал изучать труды известных психоаналитиков Зигмунда Фрейда и Альфреда Кинси. В школе мальчик учился хорошо, преподаватели заметили в нем любовь к литературе и писательский талант. Точные науки ему не особо нравились. После школы в 1944 году Хью Хефнера завербовали в армию, где он работал военным корреспондентом. Там он обратил внимание, что солдатам очень нравятся открытки с полуобнаженными женщинами. После службы Хефнер поступил в Иллинойский университет на факультет психологии. В студенческие годы Хью Хефнер начал работать в издательском деле. Тогда же его впервые посетила мысль о создании эротического журнала. Во время учебы Хеф подрабатывал в журнале «Шафт», для которого в течение нескольких лет рисовал карикатуры. Тогда же он опубликовал собственную сатирическую книгу комиксов «The Town Tattling». Но творческая профессия комиксиста быстро наскучила парню, поэтому он устроился рекламным менеджером в компанию по производству пластиковой тары. Уже позже, зимой 1951 года, Хефнер трудился на должности редактора отдела известного мужского журнала Esquire. Но парню пришлось уйти и оттуда, так как на просьбу повысить заработную плату ему ответили резким отказом. После увольнения Хью Хефнер приступил к исполнению своей мечты. Он занялся созданием журнала Playboy. Создание журнала требовало огромных финансовых вложений. Для первоначального капитала он занял у своей матери $1000, вложил собственные $600 и остальные $8000 взял у инвесторов. В качестве обложки для первого номера Хеф использовал старую армейскую открытку с изображением Мэрилин Монро. Перед выпуском первого тиража, который вышел в 1953 году, Хеф не верил, что журнал пройдет цензуру и будет пользоваться успехом у мужской аудитории. Поэтому он даже не пронумеровал дебютный выпуск. Но успех не заставил себя долго ждать. Журнал уже за первую неделю разошелся как горячие пирожки, а само слово Playboy стало нарицательным для ловеласов. В масс-медиа настала эпоха сексуальной революции. Бессменный логотип кролика с галстуком-бабочкой используется дизайнерами всего мира и по сей день. Сам Хефнер не считал Playboy журналом о сексе. Эротика для издания была лишь красивой оберткой. На страницах глянца красовались не только беллетристика и интервью, но и обсуждались серьезные темы. Например, Мартин Лютер Кинг написал статью о проблемах расовой дискриминации в США. Помимо этого, известные писатели сочиняли для журнала и короткие рассказы. Среди них Владимир Набоков, Курт Воннегут, Стивен Кинг и другие. Многие голливудские красотки, такие как Синди Кроуфорд, Шерон Стоун и Наоми Кэмпбелл, украшали своими фотографиями обложки журнала. Неудивительно, что создатель эротического журнала не был обделен вниманием женщин. Первой женой Хефа стала его одноклассница Милдред Уильямс. Вместе они пробыли около 10 лет. Примечательно то, что благочестиво воспитанные Хью и Милли не вступали в интимные отношения до свадьбы. В браке у них родилось 2 детей. В
В 1952 году у возлюбленных появилась дочь Кристи, а в 1955 родился Дэвид Пол. Через 4 года их семейная идиллия рухнула, и Милли, подав на развод, забрала обоих детей и сбежала. Их бракоразводный процесс сопровождался скандалами. Экс-жена Хефнера утверждала, что издатель Playboy был домашним насильником и тираном, а сам Хеф обвинял ее в изменах. После развода Хью Хефнер в течение 30 лет жил жизнью завидного холостяка и славился множеством беспорядочных половых связей. Свои вечеринки он проводил как в собственном особняке, так и специально приобретенном для развлечений черном самолете. В 1971 году свою работу начала компания Playboy Enterprises, в которую вошли сеть отелей, клубов, казино, курортов, модельное агентство, телекомпания, студия звукозаписи и служба проката лимузинов. Сам Хеф в это время снялся во множестве фильмов в роли самого себя. В 1985 году Хью Хефнер перенес инсульт, а спустя 4 года он решил снова связать себя узами брака. Новой женой Хефа стала модель Кимберли Конрад, которая подарила ему 2 сыновей – Марстона и Купера. Последний из них сегодня числится креативным директором Playboy Enterprises. Брак Хью Хефнера и Кимберли Конрад распался спустя 10 лет. В 2000 году Хеф снова решил вернуться к старому образу жизни. Он жил в своем особняке с 7 девушками одновременно, в возрасте от 18 до 28 лет. С 2005 до 2010 года в США выходило реалити-шоу «Соседка». В нем снимались 3 самые лучшие модели, которые на тот момент жили в особняке Хью. Примечательно то, что все 3 состояли в отношениях с хозяином усадьбы. В 2010 году Хеф снова решил жениться. На этот раз он выбрал 27-летнюю модель Кристал Харрис. Хью Хефнер сделал предложение девушке, но его возлюбленная вскоре передумала выходить за него замуж. Ее руки и сердца он добился лишь 2 года спустя. Хефнер был заядлым пользователем социальной сети Instagram. На своей странице он регулярно выкладывал фотографии своей жизни, в том числе и снимки старых времен. Хью Хефнер скончался 28 сентября 2017 года. На тот момент ему был 91 год. Он умер от естественных причин в окружении родных. На похоронах присутствовали лишь самые близкие люди. Могила основателя Playboy, как он и указал в завещании, находится рядом с местом захоронения Мэрилин Монро. Его наследство поделили между собой его дети. Последняя жена Хью подписала брачный договор, а это означало, что после смерти Хефнера ей достанется только дом и подаренные им украшения. Хью Хефнер был не только основателем эротического журнала, он был синонимом слова «секс». Когда его спрашивали, сколько женщин у него было за всю жизнь, то владелец Playboy с уверенностью отвечал, что более 1000. При этом он подчеркнул, что будучи в 3 браках, он ни разу не изменил ни одной из своих жен. В его жизни были моменты, когда он был женат, и в это время он обходился постельными отношениями с одной женщиной, то есть законной супругой. Однако, как только ему стоило развестись, он сразу же пускался во все тяжкие. Друзья, что вы думаете про героя этого ролика? Как вы относитесь к подобному образу жизни? Читали ли вы журнал Playboy? Пишите свои ответы в комментарии, а я их с удовольствием прочту. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Следующий ролик выйдет уже совсем скоро.